Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о цифрах в вашей квартире. Поговорим, насколько эта цифра, которая обозначает ваш дом, ваш номер квартиры, приносит вам удачу, финансовое благополучие и успех. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю», и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Вы знаете, особое значение цифрам придавали еще в Древнем Китае и в Греции. Эти знания дошли до нас в неизменном виде, и это очень здорово, потому что если задуматься, то вы можете просчитать свою жизнь полностью, так как она в большей степени состоит из определенных цифровых значений. И обращать внимание на номер квартиры или вашего дома стали недавно, хотя это имеет достаточно важное значение для каждого человека. Квартира – это, наверное, основное, или наш дом – это основное место пребывания человека, его сакральное пространство. Поэтому важно понимать, какую энергетику несет это пространство и как на человека влияет то или иное числовое значение. Число вашего дома лучше просчитать перед переездом. Также важно, чтобы число совпадало с вашим индивидуальным номерным знаком. Тогда в вашем доме всегда будет царить гармония. Просчитать номер квартиры очень просто. Достаточно сложить все цифры до получения единичного числа. Например, номер вашей квартиры 69. Тогда считаем мы так. 6 плюс 9 у нас получается 15, но мы говорили о том, что мы должны привести до единичного числа. Таким образом, 1 плюс 5 – 6. То есть номер вашей квартиры 6. Если есть еще номер дома, то все, опять же, мы это все сплюсовываем и приводим к единичному числу. Далее мы с вами озвучим значение номера вашей квартиры или дома. И заодно вы посмотрите, как же ваш дом влияет на вас в данный момент времени. Итак, если у вас получилось число вашей квартиры или дома единица, знаете, вам просто необходимо начать свой бизнес. Человек, который живет в помещении единицы, обладает прекрасной интуицией. Эта цифра поможет своему хозяину быть более мужественным и честным человеком. Часто человек чувствует себя в такой квартире одиноким, потому что ему порой приходится решать проблемы самостоятельно. Если вы зависимы от чего-либо, то дом с номером единицы вам, к сожалению, не подойдет. Квартира с числом двойки – это место для двух людей, потому что именно двойка, она выражает гармонию, мир и взаимопонимание. И вы будете стремиться понимать всех, не устраивать конфликты, прислушиваться к мнению других людей. Вся энергия направлена на развитие умственных и интуитивных способностей. А для создания крепкой семьи двойка подойдет идеально. В такой квартире нельзя жить одному, и это может плохо сказаться на здоровье человека. Квартира с числом тройки, пожалуй, самый комфортный вариант для проживания. Это место, где вы будете много общаться, расширять свои жизненные взгляды и расставлять приоритеты. Тройка несет в своем значении способность к взаимодействию и пониманию людей, живущих в одной квартире. Женщина может почувствовать себя более привлекательной даже для мужского пола. И здесь прекрасно будут проходить любые вечеринки и праздники. И сексуальная, и духовная энергия – это основное качество числа тройки. Обращайте на это внимание. Число 4 дает стабильность и основательность в жизни. Если человек по природе не уверен в себе, застенчив, то ему необходимо переехать. Четверка требует порядка и организованности, а также экономии во всем.
В квартире с числом 4 лучше жить в группе людей, которые объединены какой-то общей идеей или даже мечтой. Иногда вы будете чувствовать усталость, поэтому научитесь расслабляться. Дом четверки, запомните, это дом для трудоголиков. А вот число пятерки является центром активных людей. Жизнь под этим знаком перенасыщена событиями, людьми и эмоциями. Пятерка развивает в человеке изобретательность, способность быстро находить нужную информацию, а также стимулирует связи. Постоянное движение энергии в разных направлениях характерно для этого числа. В такой квартире вам не будет скучно, а человек, который живет в квартире под знаком пятерки, он обладает особым магнетизмом. Шестерка станет для вас центром гармонии и равновесия. Идеальное место для семьи с детьми. Проживание в такой квартире вызывает чувство долга перед близкими людьми и желание помогать другим людям. Под знаком шестерки живут творческие, активные личности. Комфорт и материальный достаток – вот основные признаки этого числа. Однако не исключено возникновение ощущения дисбаланса в силу того, что избыток добра и заботы о других может нарушить энергетическое равновесие дома. Далее, если вы купили квартиру или дом с числом семерки, то вы можете только радоваться. Число 7 помогает восстановить силы, отдохнуть, уединиться от проблем и бед. Такое место подойдет людям, которые предпочитают оставаться в одиночестве и анализировать свою жизнь. Основные жильцы квартиры с числом семерки – это, как правило, философы, экстрасенсы, люди умственного труда. С другой стороны, семерка не дает возможности добиться материального достатка и успеха. Духовное начало превалирует в числе 7 над материальным. Друзья, проживание в квартире с числом 8 будет способствовать изобилию во всех сферах вашей жизни. Восьмерка помогает развить организаторские способности, улучшить благосостояние и получить признание в обществе. В такой квартире живут люди властные, которые любят деньги и успех. Такая квартира не подходит людям, которые не умеют разумно распределять доходы. Только жесткая самодисциплина и контроль своей жизни будут способствовать комфортному проживанию в квартире с числом 8. Ну и число 9. Число 9 усиливает ваше сострадание и любовь к ближнему. В такой квартире вы станете более мудры, проницательны, научитесь понимать других людей с полуслова. Девятка благосклонна к людям, которые обладают интуицией, мечтательным натуром и духовно развитым личностям. Однако альтруистам в такой квартире лучше все-таки не жить, так как есть вероятность, что вы полностью погрузитесь в проблемы других людей.